Всем привет! Привет! Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Из города на дачу». А в этом видео мы решили сделать небольшой косметический ремонт в этом тамбуре или коридорчик, мы еще его называем. Ранее мы уже делали здесь ремонт, и если получится, я вставлю видео вставки, как здесь было раньше. Вот так вначале выглядел наш коридор, и стало понятно, что одной перекраской или какой-то минимальной переделкой здесь не обойтись. Убрав все лишнее и мусор, а также оценив состояние стен, дверей, мы поняли, что придется нам здесь выложиться по полной. В принципе, как и в ремонте остальных комнат этого дома. Сняли старенькую штукатурку со стен и потолка, а также интересную обивку из фуфайки на дверях. Вот такая красавица дверь из массива пряталась за старой обивкой. Ее мы реставрировали и перекрасили. Стены и потолок оштукатурили и покрасили белой краской. И вот так было до. А вот так стало после. А недавно в Pinterest я нашла картинку с ремонтом в коридоре, похожего на наш. И решила его воплотить. А Жужа и Альфа мне будут в этом помогать, да? И ремонт здесь делать действительно нужно, потому что после пожара наши собаки, да и мы, все мы были черными, и вот они облюбовали эту обувницу, сюда притулялись к стене и вымазали такое черное пятно. Раньше у наших собак, помимо будки, были хозпостройки, где они могли делать себе такую, скажем так, смену обстановки. То дровники отдыхали, то все навали. Но сейчас хозпостроек у нас нет, поэтому мы им разрешаем заходить в эту комнату и отдыхать на этой обувнице. Как бы и им хорошо, и нам спокойно, потому что охрана прям в доме охраняет нас. А эта сторона, как вы видите, у нас вообще в потеках, потому что с той стороны, когда был пожар, эти стены вот лицевые полностью заливали водой. Поэтому вот так она выглядит. Ну и она еще и грязная, плюс кирпичики, декоративные кирпичики или плитка, которую мы делали, она обвалилась, потому что генератор выносили, заносили, поэтому такое получилось ЧП. Но у нас есть запасные кирпичики, хорошо, что мы их не выбросили, поэтому мы их возобновим. Ну и, конечно же, шторы, они не белые вовсе, а серые, скоро уже будут в цвет этой стены, поэтому все нужно здесь немножко преобразить. Поэтому для этих двух стен у нас будет новая облицовка, а эту стену мы отремонтируем и покрасим. Ну и первым этапом работы у нас будет это освободить эту комнату и вынести все, что нам мешает. Так, начну с этой полочки. Так, теперь давай выносим трансформатор. Генератор только. Ну, тоже хорошее название. Трансформатор, генератор. Какая разница? Так, уберу вот эти тряпочки сейчас. Альфуша, выносим твое козырное место. Ты не расстроишься. Ой, глянь, какая она все грязная. Это при том, что я пылесошу каждый раз. Да. У нас не было сварочного аппарата, поэтому Рома делал обувницу на болтах. Но она, в принципе, неплохо сохранилась, да, не сильно-то она расшаталась, по сути. Ну, болтается все равно. Ну, болтается. Ну, теперь у нас есть сварочный аппарат, так что когда-нибудь, может, приваришь. Да, нужно будет раскрутить, тогда убрать все эти доски, потому что они загорятся. А, Ну, да.
Постараюсь приварить. Не знаю, получится или нет. Ну, думаю, получится. Получится. Ну, это не так срочно, но, в принципе, уже есть шанс, что это будет крепкое теперь сооружение и не на болтах. Альфа, как она любит ровно. Сняли занавески, и в комнате стало намного светлее. Теперь можно закрыть дверь, включить ветродув и продолжить работы дальше. И, кстати, здесь на окошке у нас прижился вот такой вот игрушечный котик Том. Если даже поставить здесь батарейки, то он будет повторять то, что ты говоришь. Вот такая игрушка. Так, занавески и котика отношу в дом. И дальше у меня следующий этап — это грязные работы. Так, ну сейчас вот с помощью такой металлической щетки, а также наждачной бумаги с крупным зерном я попробую снять с кирпичиков старую краску. Фух, справилась. Кстати, с помощью наждачной бумаги такая работа выполняется намного проще, чем вот с помощью металлической такой вот щетки. Я так усердно терла и переживала, что отвалится моя плитка, но нет, она не отвалилась и хорошо держится. И еще немаловажный момент. В прошлый раз, когда мы делали ремонт и красили эту плитку в холодную погоду, не специальной краской, тоже уже был мороз, мы покрасили обычной фасадной краской, которая не предназначена для покраски в морозную погоду. Ну и итог таков, что вот сейчас я снимала наждачной бумагой краску, и она отлетала, она висела буквально на волоске, поэтому отлетала целыми лопухами. Ну а в этот раз мы тоже делаем ремонт в такую холодную, можно сказать, морозную погоду, но я уже не буду переживать, потому что я буду красить специальной краской для морозных условий. Еще я сегодня хотел попробовать варить сварочным, как полуавтоматом. Взял специальную сварочную проволоку порошковую, чтобы варить без газа. Так, сейчас посмотрим, как она выглядит. Ну, такая катушка увесистая, на 1 килограмм. Прям чувствуется. Ну, сейчас подсоединим сам рукав. И будем пробовать продевать проволоку. Так, интересный такой, гляньте. Так, это подсоединяем на плюс. Ага. И вот эту штуку вставляем в эти пазы. Все, вроде бы на месте. Ну а теперь ставим саму проволоку. Интересно, буду делать это первый раз в жизни. Наверное, сюда она ставится. Прижимать, и потом она уже откроется. Оп. И пружинка здесь тоже. И ставим катушку на место. Раз. Тут есть такой прижимной валик, его тоже нужно отпустить. Раз. Вот. И продеваем вот это, не знаю, как оно называется, сопло такое. Вот. И продеваем проволоку сюда. Просовываем, только аккуратно, чтобы катушка эта сама не распустилась. Так, все прижали. Теперь включаю в сеть и выбираю режим, какой нужен. Теперь я зажимаю вот эту клавишу на рукаве. Катушка должна закрутиться и проволока по рукаву пройти вот это сопло. Ну, смотрим, получится или нет. Все, проволока на месте, теперь можно идти пробовать варить. Иду на свое рабочее место. Кстати, я себе перчатки сварочные прикупил.
Вот это штуки. Тамара ко мне пришла помогать. Вот такие перчатки, их еще называют краги или перчатки с крагой. О, почти до локтей. Да, такие еще ни разу в жизни не носил и не одевал. О, что, Тома, что ты рассказывала? Ты домой хочешь? Иди кушай. Что, моя котечка? Ну как тебе? Тебе такие перчатки нравятся? Вижу, что да. Надеюсь, и мне понравится в работе. Ну, перчатки такие грубые. Да, их еще нужно разрабатывать. Ну, думаю, день, два, три, если поработаю, то не разработается. Ну, такие прям, ух. Наверное, я пока сниму их, все для сварки приготовлю, а потом буду уже их одевать. Оп. Вообще, я так понял, что полуавтомат, он предназначен для сваривания тонких металлов. Но я приготовил такой толстый уголок. Вначале на нем потренируюсь, а потом, может быть, попробую сделать что-то полезное для дома. Насколько я понял, здесь у нас только два регулятора. Это сила тока, а это скорость подачи проволоки. Наверное, я пока на минимальное выставлю. Здесь и здесь где-то средняя. И попробую, как она вообще будет варить. Включаю. 85, не, наверное, 60 сделаю. Вот так вот. Маловато 160. А ну. 80 попробую. Ага, здесь же надо нажимать, и тогда оно будет варить. Понял. Ага, все. Теперь я понял. Нужно клавишу нажимать. А я про нее забыл. Ну, в общем, здесь у меня небольшие неудачи, плитки отлетело намного больше. И вообще она отлетела, она не должна была отлететь. В общем, на той стене я клеила на церезит, а здесь на финишную шпаклевку. Ну, конечно, нас заливали. В общем, некоторые плиточки, пока я терла усердно, они поотлетали. Ну, ничего, мы сейчас, здесь некоторые уцелели, мы их наклеим обратно. Альфуша. А сейчас пойду в кладовку, там у меня ящик, я специально их не выбрасывала с прошлого раза плитки, и мы наклеим тоже на церезит. Да? Так, нашла я плиточку. Вот, как раз несколько штук у меня есть заменить, поэтому сейчас буду клеить. Ну что сказать, ну не получается у меня вообще варить на полуавтомате. Сейчас я ближе покажу, что выходит. Ну такое рассыпается, просто разные калины по железяке. Да, делал уже и больше ток, и меньше, и больше скорости, меньше. Не пойму я, в чем дело. Сейчас ближе покажу. Вот такое вот выходит. И понятное дело, что это не сварка, а безобразие какое-то. В общем, у меня есть три причины такой плохой сварки. Это либо кривые руки, да, либо плохой сварочный, либо плохая проволока. Вот не знаю, в чем проблема. Я бы хотел, чтобы это были просто кривые руки. У меня есть друзья-сварщики, завтра я к ним поеду, возьму свой сварочный, и мы проверим вместе с ними. Попробуем, будет варить или нет. Если не будет, ну тогда дело в сварочном. Но я хотел бы, чтобы это просто мое неумение было.
На эту стену я, как уже говорила, клеила плитки на финишный раствор. Но, видите, он оказался слабее, чем церезит. А церезита у меня нет, но у нас остался клей, на который мы клеили АМК. Этот, конечно, клей очень хороший, поэтому я сделала из него раствор и подобрала вот несколько плиточек, самых таких вот аккуратных, и сейчас буду клеить на стену. Такой волнительный момент. Кое-какая плитка хрупкая. Но ничего, сейчас попробуем. Раствор такой сделала, не сильно густой и не сильно жидкий. Кстати, кому интересно, как мы изготавливали эту плитку, ссылочку на этот видеоролик я оставлю в описании под нашим видео. Ну, поехали. Оп. Так, немножко подержим и не сильно придавливаем. Все, реанимировала нашу стену, доклеила плитки, кирпичики, тут как угодно назвать можно. И, кстати, что я еще заметила, что стены я выкрашивала белый цвет, а сейчас кирпичики вот некоторые такие контрастные выделяются. И я вот думаю, может быть, при покраске тоже как-то выделить некоторые кирпичики и сделать контраст такой вот. Я еще пока подумаю на этот счет, а вы напишите в своих комментариях, что вы думаете по этому поводу. Покрасить все в один цвет, либо выделить контрастным цветом некоторые плитки. Так, ну что, у нас немножко выпал уже снег, похолодало. Я, видите, уже приоделся. Буду в куртке сегодня пробовать варить. Ну что, съездил я к своим друзьям, мы все это проверили. Ну и оказалось, это мои кривые руки. Вернее, не мои кривые руки, а мои малые знания в отношении сварочного. Вся проблема оказалась не в сварочном, не в проволоке, потому что я читал отзывы, в Озоне я покупал, все тоже проволоку хвалят. А вот этом наконечнике, на конце сопла. Вот, как видите, они бывают разного диаметра, вернее, под разную проволоку. У меня стоял сразу 0,8, а сейчас стоит единица. И оказалось, что проволока тоже единица. Получается, в наконечник 0,8 я пробовал всовывать проволоку единицу. Хоть она и пролазила, но выходила с рывками. И поэтому сама проволока на железе разрывалась и не получилось варить. А когда мы вставили все соответствующее, вуаля, аппарат заработал. Сейчас покажу, как он варит. Ток поставлю на 60, может 60 с небольшим. Ну вот так, 65 пойдет. Сейчас попробуем. Ну, вчера помните, да, как было? И попробуем сегодня. Так, ну что я скажу? Наконец-то полуавтомат варит. Сейчас покажу поближе, как было и как последний раз получилось. Ну вот такой получился шов. Это первый вариант, это второй, немножко получше. Конечно, я далеко не профессионал. Много неровностей, много пробелов. Но если сравнить с тем, что я делал днем раньше, смотрите, просто какие-то наваренные сверху круги, гули, поломанная проволока, ну это просто ужас, то это уже больше похоже на сварку. Этому я уже больше доволен. И, кстати, да, скорее всего, я ошибался, когда говорил, что полуавтомат предназначен только для сваривания тонких металлов, потому что ток стоял у меня 65, металл тройка, и я в некоторых местах практически ее прожигал насквозь. Представьте, если поставить ток больше. Так что варит он отлично. Прогревает металл здорово. Теперь нужно сделать что-то полезное для дома. Срывается снег. Немножко поднимается ветер. Ну, постараюсь сегодня успеть. Может быть, если сильный будет ветер, то завтра досниму. Вот, хочу сделать такую чистилку для обуви. Видите, ножки тут очень коротенькие. И если даже заглублять в землю, то оно никак не будет держаться. И я взял вот такой пруток.
сейчас по размеру отрежу, может быть сантиметров по 30-40, и попытаюсь приварить к ножкам. Вот такие два прутка получились. Сейчас я зачищу, вот примерно настолько их. И вот эту сторону тоже зачищу, чтобы хорошо приварить, чтобы сварка хорошо держалась. Снег срывается, здорово. Я так люблю снег, особенно если его нападает много. О, пойдем гулять с собачками, с котами. Так, ну более-менее зачистил, теперь выложу так аккуратненько, хотя оно все кривое, прутки более-менее, а чистилка это кривая. Ну вот так вот выложу и сейчас попробую приварить. Металл здесь очень толстый, наверное 6 или еще больше, ну а пруток еще толще. Поэтому думаю, нужно немножко побольше поставить, может быть 80. И сейчас попробую приварить. Одеваю краги. Кстати, они уже немножко размялись. И подвымазались, и размялись. Уже удобно работать. И погнали. Так, смотрим. Ну, довольно-таки хорошо проваривает. Сейчас еще болгаркой зачищу и покажу, как получилось. Но мне уже нравится. Должно держаться крепко. Ну, теперь смотрим, как получилось. Ровненько. Ну, довольно-таки нормально, да? Держится. Ох, не оторвешь. Ну и сама сварка очень хорошо и глубоко проварилась. Вот такой получился шов. Понятно, что он не идеальный, потому что я только учусь варить. Но держится очень хорошо, очень крепко. И что самое главное, мне понравилось, что проволока, она тоненькая, и поэтому проникает в самую глубину, в самые щели, и поэтому металл хорошо проваривается. Еще сверху потом провариваю несколько раз, зачистил, и идеально. Может быть, для настоящих хороших сварщиков это плохой шов, но для дома, для дачи, я думаю, сойдет. Осталось еще немножко теперь зашлифовать, покрасить, и будет хорошая чистилка для обуви. А еще вы знаете, у нас сегодня поднялся очень сильный ветер и немного задувает в это окно. А по вашим советам мы не стали оббивать это окно снаружи, как делали это в зале, обычной матовой такой пленкой, а заказали гибкое стекло. Так, вот такое жидкое стекло мы взяли толщиной 0,8 миллиметров. Не знаю, выдержит оно наши морозы, не выдержит. Ну, вы советовали, мы решили попробовать. Ну и что мне больше всего нравится, что оно прозрачное. Вот, и из него будет хоть что-то видно из окна, в отличие от обычной пленки, которую мы наклеили на окно в зале. Пленка продается кусками, и этот кусок 1,40 м длиной, а у нас длина 1,16 м, поэтому сейчас отрежу лишнее и пойду прибивать. Так, иду прибивать. Рома мне здесь помог и подготовил штапики с гвоздиками, поэтому будет проще работать. Так, надеюсь, у меня получится. Сегодня -4, но ощущения все -20 из-за сильного ветра. Опа. Так, что мы делаем? Оп. Ну, я думаю, с такой пленкой намного лучше, чем с матовой. Все видно и с этой стороны, и я уверена, что и из окна будет теперь намного лучше все видеть, кто приехал, кто уехал, кто куда пошел, прошел, куда побежал. Ну, результатом я довольна.
Ну и, конечно же, как просила Викочка, нужно будет сегодня укрепить вот эту стойку обувницу, потому что она только на болтах, а я хочу ее сварить, чтобы она уже была надежной. Ее, конечно, уже облюбовали не только наши собачки, но и котики. Вон Персик и Веснушка тоже здесь. Ну, придется их согнать. Сейчас разберу это все. Сниму вот эти горючие материалы, которые от сварки могут загореться. И прихвачу, наверное, с 8 сторон. Раз, два, три, четыре. И с другой стороны, с 4 сторон. Персик, ну, пожалуйста, давай. Я тебе другое место еще лучше найду. Пойдем. Нижние доски снял, но верхние, наверное, у меня не получится, потому что я тут очень хорошо их закрутил. И на саморезы, и на болты, и не очень хорошо держится. До доски здесь еще далеко. Постараюсь приварить вот отсюда. И думаю, что железо сильно не прогреется и дереву не повредит. Каждый раз выхожу с дома, и снега становится все больше и больше. Но это красиво. Всю черноту скрывает, все белым-бело. Супер. Так, сейчас, наверное, нужно будет подготовить хорошее место здесь, чтобы хватило. Несколько шлакоблоков уберу, чтобы можно было хорошо ложить эту обувницу. О, вот теперь точно места хватит. И вот эти 2 кирпичика сюда. Ну, пациент, ложитесь на свою кушетку. Как видите, железо мы очень хорошо прокрашивали, поэтому здесь сварка не возьмется. Нужно эти углы хорошенько пройтись болгаркой, а потом уже варить. Здесь металл у нас идет всего 2 мм, поэтому я сделал на 40 самую минимальную силу тока и буду пробовать варить. Потому что если будет больше, то я металл прожгу. Надеюсь, что при 40 такого не будет. Отлично проваривает. Здорово. Так, ну смотрите, все углы я сделал. Сейчас зачищу и покажу, ровно ли получилось вообще или криво приварил. Вот это мне больше всего интересует. Не знаю, видно вам или нет, но все углы проварились очень хорошо. Я их зачистил и практически нету заусенец. И да, я забыл сказать, что я проварил только нижние 4 угла. Верхние не стал трогать. Почему так? Потому что я попробовал, оно и так держится очень хорошо. Сейчас опущу вниз и посмотрите, ровно ли получилось или сместилось в бок. Так, проверяю. Держится отлично, стоит вроде бы ровно. Думаю, Викочка будет довольна. Ну и собачки наши, которые облюбовали эту обувницу. Только теперь у меня образовалась дилемма. Мне понравилось варить и электродом, а полуавтоматом, наверное, понравилось еще больше. Потому что им, наверное, меньше надо учиться, чтобы что-нибудь приварить. И я очень доволен, что мы приобрели именно такой сварочный аппарат, который может работать в 2 режимах, и я могу обучаться сварке именно в этих 2 режимах. И хотел бы, чтобы еще вы написали в своих комментариях, а что вам больше нравится, сварка электродом или же проволокой на полуавтомате, и какой из видов больше пригодится на даче или же в работе. Буду ждать ваши хорошие комментарии. А сейчас покажем, какой материал мы выбрали для облицовки. Так, нам нужно 2 листа. Мы сейчас их вытащим. Так, как? Ага. И обратно заноси. Обратно, ага. Танцы с облицовкой. Вот такие вот панели мы купили в одном из наших магазинов. Это панель на основе HDF.
Не знаю, что это такое, но главное, что понравился очень рисунок. И, кстати, мы взяли их сразу с запасом, потому что хотим еще отремонтировать 2 комнаты. Ну, об этом потом расскажем. Так, берем один лист, да, разложим его здесь как раз. И будем отрезать по размерам. Да. О, хорошо, что как раз вмещается. Да, это классно. О, супер. Ну и сразу отвечу на вопрос, почему мы приостановили ремонт в зале и покраску стенки. Ну, в принципе, все просто, потому что не пришли краски вовремя на стенку, и также не пришел материал на вот эти вот 2 стены. Поэтому мы пока заморозили здесь ремонт, будем ждать материалы. Ну и чтобы не терять зря время, мы продолжим запланированный ремонт в коридоре и в других 2 комнатах. Клеить будем, наверное, с этого угла. Да, Да? скорее всего, что Потому да. что когда заходишь с улицы, он больше всего бросается. Да. Так, давай, держи наверху. Держи. И меряем. Высота 2,11. 2,11, а у нас лист 2,44. Нормально. Придется отрезать. Ну, что ж поделать. Ну что, отмеряем, да? Взял специальное правило, ровненькое. Правда, оно сильно длинное. Я Ага. думаю, нормально. Так. Ну, такое острое, кстати, ты заметил? Ну, это чтоб легче было рисовать. Давай я туда замеряю, а здесь уже будем отрезать. Давай, хорошо. Так. 2,11. А ну брось мне маркер. Взяли себе вот такой набор строительных маркеров. Наконец-то. Я о них мечтал, потому что они рисуют по всему, почему хочешь. Хоть по дереву, хоть по металлу, хоть по бетону. Ну, а тем более по ДСП. Так, держишь? Держи. Отрезаем канцелярским ножом. Думали лобзиком резать, но, наверное, ножом будет практичнее. Раза 3-4 пройдемся. Лень, добро. Куда-то в бок уходит, видишь? Ладно, буду аккуратно, не спешить. Как всегда, первый блин. Немножко косо. А мы это низ сделаем, его не будет видно. Да. Так, пробуем. Ага. Опа. Есть. Уху. Это еще где-то пригодится, да? Пригодится обязательно, да. Я уже даже думаю, где. Персик подсматривает. Ты подсматривал? Подсматривал, да? Скажи, я ждал, когда вы меня позовете. У вас тут интересненько. Так, давай, Васечка. Веснушка. Нормально. Отлично. Сейчас веснушку впущу. Иди сюда, иди. Заходи. Заходи. Лапкой, лапкой. Ух ты! Где-то ты. примерно так, да, получится? О, класс. Здорово. Правда, если посмотреть, то дверь у нас, да и вся стена вообще кривая. Вот видите, здесь сантиметров 5-6, а внизу оно вообще уходит на нет. Ну, надеюсь, наконец-то мы это все выровняем. Ну и теперь сразу вырисовываются все неровности. Смотрите, какая неровная была дверь. Надеюсь, нам получится ее выровнять. Смотрите, здесь какая щель, а внизу вообще уходит на нет. В общем, здесь внизу нам нужно было снять пару миллиметров. Ну, мы попробовали это сделать с помощью наждачной бумаги, а потом решили вот с помощью вот такой терки. И дело намного быстрее пошло. В общем, ловите такой лайфхак. Монтируем на место первый лист. Это самый важный лист. Он должен быть самый ровный, потому что от него все остальное будет плясать. Так, ну нормально так? Смотри. Ну, более-менее. Лучше, чем было. Забиваем гвоздиками с такими маленькими шляпками. Специально, чтобы не сильно их было видно.
Отлично. Оп. Видите как? Потайная секретная дверь. Потайная дверь. И второй лист. Да, Виталичка? Да. О, Самое сложное на сегодня это эти 2 листа. такс. Может, пролазит немножко выше. А, тут камешек давай. Пальчики. Вот где-то примерно вот так. Ну, сейчас забьем и будет уже лучше, выровняется все. Так, а мы устанавливаем и смотрим. Третий лист. Последний Альфа, штрих. отходи. Так, Так, здесь немножко. подровняем. Тут. Ага. Опа. Отлично, глянь. Как раз. Так, и здесь вписывается. получается ровно. Мы так переживали, что будет неровно. Все получается ровно. И как раз по утке сможем прибить, да? Угу. Супер. Супер. Мы так переживали, что получится неровный край, но вроде бы получается более-менее. И хорошо, что вот этот край листа заходит прямо на лутку, тоже на край лутки. И можно забивать обычными гвоздиками мебельными с маленькой шляпкой. Их почти не будет видно. На камере видно, нет? Нет, не видно. Но сейчас покажем еще немножко ближе. Вот такие аккуратные гвоздишки. Их не видно здесь. Ура, сделали работу. Молодцы. Хотя здесь очень кривые стены и кривой потолок, поэтому ушло немало времени, да? Да, казалось бы, такой маленький объем работы у нас здесь, но мы потратили очень много времени, сил, нервов, переживаний, потому что первый раз работали, да, вот с полоской, и на неровные стены ее очень было сложно поставить ровно. Ну, в общем, нелегкая задача вышла. Отрезали листы в зале, а примеряли здесь. И, наверное, раз 50 мы бегали Такой туда-сюда. себе фитнес. Да. Тут отмерили, ага, там сантиметр лишний. Побежали туда в зал, отрезали. Ну, так вроде более-менее получилось. Очень понравился вот такой вот угол у нас получился, просто идеальный. Спасибо, Рома очень постарался. Ну и завершим работы мы. Вот сюда мы наклеим вот такой штапик. Вот, я думаю, так будет даже намного лучше и аккуратней. А мне больше всего здесь нравится потайная дверь. Так, если вдруг воры зайдут, может, они и не найдут ее. Оп. Видите, а там кладовочка. Да. Ну, теперь весь мир знает. Надо будет еще сделать какую-то тут незаметную ручку. Да, если мы потом в белое покрасим, тоже белую ручку такую красивенькую сделаем. Да. Переживаю. Ювелирная работа. Мы закончили все подготовительные работы, осталась у нас теперь только перекраска, но краску мы получаем на следующей неделе, поэтому все покрасочные работы будут в следующем видео, и я надеюсь, что вам очень интересно увидеть конечный результат ремонта в этом коридоре. Хотели сказать вам большое спасибо за то, что вы всегда с нами, смотрите наши видео, ставите лайки, пишите комментарии, даете хорошие советы. Мы это очень ценим. Также приглашаем вас и на наш телеграм-канал. Подписывайтесь и туда, пожалуйста. Ну, на этом будем с вами прощаться. Всего вам доброго. До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока.